Когда фермер Иван увидел быка на рынке, его сердце сжалось от жалости. Животное было худым, с тусклой шерстью и болезненным взглядом. Он, подойдя к торговцу, и тот, заметив его заинтересованность, поспешил предложить цену, зная, что никто не захочет купить такого больного быка. «Он точно не проживет долго», — сказал торговец, пытаясь сбить цену еще ниже. Его время пришло. Но Иван был человек с большим сердцем. Он видел в этом животном не просто умирающее существо, а живое существо, которое, возможно, еще могло бы найти утешение. Взяв деньги из своего кармана, он купил быка и на руках привез его домой. Дома Иван сразу понял, что решение было поспешным. Бык был на грани, его хрупкое тело едва держалось. На вид он был смертельно болен. Из его глаз исчезли искры жизни, и лишь немногие остатки инстинкта удерживали его от полного упадка. Но Иван не мог просто так оставить его. Фермер устроил его в отдельном стойле, напоил, дал еду. Он сразу начал использовать свои знания из книг, трав и старых рецептов, чтобы хоть как-то помочь животному. Он тщательно следил за температурой тела быка, проверял его состояние, поил его отварами из трав. Но каждый день приносил все больше признаков, что бык вряд ли долго проживет. Ветеринар, которого Иван позвал на помощь, только развел руками, сказав, что животному не будет спасения. «Он скоро умрет, вам не стоит тратить силы», — сказал тот. Иван не сдавался. Он продолжал бороться за быка, пока не заметил, что его усилия начинают приносить результат. Постепенно животное стало вставать, оно начало есть. Его глаза ожили, а тело, хотя и оставалось худым, стало выглядеть чуть более здоровым. Иван чувствовал, как это животное начинает откликаться на его заботу, как в его сердце возвращается надежда. Но даже когда бык начал показывать признаки восстановления, его поведение оставалось непредсказуемым. Иногда он становился агрессивным, но Иван научился успокаивать его, подходя с терпением и осторожностью. Он понял, что этот бык, несмотря на свои слабости и болезни, был сильным духом. И если он выживет, то будет не просто животным, а символом того, как иногда надо бороться за жизнь, несмотря на все обстоятельства. Со временем бык стал крепче. Он научился доверять Ивану, и фермер нашел подход к его характеру. Вскоре, несмотря на все прогнозы ветеринаров, бык стал не только выживать, но и активно работать на ферме. Он таскал повозки, помогал на полях. Его сила возвращалась, и с каждым днем он становился все более уверенным и спокойным. Иван часто думал о том, как многие другие люди не дали бы шанса этому животному, сочтя его потерянным. Но он был уверен, иногда стоит дать шанс, даже когда никто не верит в успех. Этот бык стал не просто частью его фермы, он стал его другом. И хотя он был не идеален, он был живым, и за это Иван был благодарен судьбе. Теперь бык, не зная своего истинного прошлого, жил в загоне, полном заботы, и каждый день напоминал Ивану о том, как важно не сдаваться, даже если все вокруг говорят, что шансов нет. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.